Здравствуйте, пользуясь случаем, я хотел бы сперва поприветствовать новых слушателей. Я благодарен каналу «Байки из тьмы» за рекламу. Ребята, я знаю, что нет предела совершенству, и я стараюсь делать рассказы лучше и интереснее. Надеюсь, среди вас найдутся те, кому они придутся по душе, и вы останетесь постоянным слушателем. Главная героиня жила в неблагополучной семье. Нередко случается, когда мужчина из главы семьи превращается в тирана, отравляя жизнь всем вокруг. Встречайте рассказ. Папа, я никому не рассказывала секрет. «Я ничего от тебя не скрываю, папа!» Кричала я со слезами на глазах. «Да как ты смеешь? Не ври мне, маленькая сучка!» Он плюет неуклюже в мою сторону, и остатки слюны стекают по его губам. «Ты почему надумала обманывать своего отца? Ты знаешь, как поступают с лживыми сучками!» Он второй раз повторил это слово, точно так же он называл мою мать. «Я говорю тебе правду, нет никакого секрета, папа. Умоляю, прекрати». Он отрицательно мотает головой и начинает стягивать с себя ремень. Бьюсь об заклад, он пьян. Удар, снова удар. Ты будешь продолжать мне врать. Отец никогда не щадил, когда брал в руки ремень и бил со всей силы. От боли перехватывает дыхание, и я выдавливаю из себя сдавленным голосом: «Я не вру». «Тогда какого хрена твои друзья мне сказали, что ты что-то от меня скрываешь? Что у тебя есть от меня какой-то долбанный секрет?» Он пристально смотрит на мое лицо, пытаясь прочитать по нему мысли. «Они просто так пошутили, пап. И они мне не друзья, это конченые хулиганы. Оказывается, это они так шутят. Ты меня за дурака тут держишь». Он орал, брызгая слюной. Снова удары, снова дикая боль, снова перехватывает дыхание. Я зарыдала, но на него это никак не повлияло. Ярость затмила его разум. «Они не мои друзья, они постоянно издеваются надо мной». Просто в этот раз их очередная издевка была в том, чтобы поссорить меня с тобой. Они на перемене подошли и сказали, что когда ты придешь за мной в школу, они скажут, что у меня есть от тебя секрет. Это все просто злая идиотская шутка. Я смотрю на него умоляющим взглядом из последних сил, надеясь, что он мне поверит. У меня действительно был от него секрет, но все, что эти отбросы видели, это как я упаковываю еду в пищевую пленку и краду лопату у дворника, после чего ухожу в лес. Они правда простые хулиганы, пап. Я не верю ни единому твоему слову, сбавив тон, проговорил отец, ты сочиняешь на ходу. Что ты от меня скрываешь? Признайся, это ведь про твою мать. Ты ходила в полицию. Я отхожу от него к столу, но он продолжает идти на меня, держа ремень в кулаке. И снова серия ударов по спине и ногам. Удар за ударом, он выплескивает на меня свой гнев, совершенно не думая, куда бьет. Руки, лицо, ноги, ягодицы. Все тело покрылось красными кровоподтеками. «Прекрати, прошу!» Я больше не могла это терпеть, все тело горело, мозг просто кричал от количества источников боли. «Я прекращу», оскалившись улыбкой, прорычал отец, «только ответь, ты ходила к ментам или нет? Ты рассказала им о лесе. Может, они сейчас уже выкапывают тело? Они уже едут арестовывать меня. Что это за маленький секрет у тебя от меня?» Нет, я ничего не говорила. Обессилев от боли, я сидела перед ним на полу, опустив голову вниз. «Хорошо», — рявкнул он, — «я тебе поверю. Но только после того, как увижу ее тело своими глазами». Он потянул меня за локоть, поднимая с пола, и потащил в машину. Пока он выпытывал из меня правду, на улице уже наступила ночь, в конце августа они были особенно холодные. Бросив машину в кустах, он взял с собой лопату, и мы пошли вглубь леса. Через 30 секунд мы были уже на месте. Он отмерил 10 шагов на север от сосны и начал копать. Так, именно здесь должны быть ее ноги,
Бормотал он себе под нос, раскидывая землю в разные стороны. Изрядно вспотев, он воткнул лопату и спрыгнул в яму. Я не мог ошибиться, она должна быть здесь. Удар по голове лопаты не дал ему договорить до конца. «Мама, наконец-то, ты вовремя!» Прыгаю ей на шею, прижимаясь изо всех сил. Мать целует меня в лоб и поворачивается к яме, в которой валяется мой отец лицом вниз. «Ты думал, меня убил, ублюдок?» От ее леденящего голоса невольно пробежали мурашки по коже. «Ты всю жизнь был ублюдком, им и помрешь. Ты не расставался с бутылкой, это тебя изгубило». Он был пьян и в ту ночь, когда мама в очередной раз не угодила ему с ужином и ударил ее пивной бутылкой по голове. Она потеряла сознание, и он, перепугавшись полиции, закопал ее тело в лесу. Вернувшись домой в пьяном угаре, он вырубился на диване, а я сидела в своей комнате, рыдая, обхватив подушку руками. Я не могла бросить маму. Посмотрев по видеорегистратору дорогу, я сразу поняла, куда ездил отец, он сам показывал мне это место, когда мы ходили гулять. Сбив ладони в кровь и содрав ногти, я гребла землю изо всех сил, надеясь хотя бы еще раз увидеть ее лицо. Но у Бога были свои планы на мать, и она оказалась жива. С тех пор она пряталась в заброшенной избушке лесника, ожидая момента свершить правосудие и вернуть должок своему мужу. И вот мы с мамой закапываем его тело в ту самую яму, которую он вырыл для нее. «Не переживай, папа, я тебе говорила правду, тело действительно зарыто в лесу, его никто не нашел. Я умею хранить секреты». Эта история непривычный ужастик, с монстрами, призраками или какой-то потусторонней силы. Это ужасы нашей реальной жизни. Для многих из вас это всего лишь история, которая неизвестно, чем в итоге закончится для героинь, но есть люди, для которых это оживший кошмар их реальной жизни. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. До новых встреч!